На сервисе VIP есть три способа заработка. Первый – это программа для заработка, второй – это автопрограмма для заработка, и третий – это плагин для браузеров. Но перед этим нужно зарегистрироваться. Заходим на сайт, вводим e-mail, нажимаем «Регистрация». Дальше мы перейдем на страницу, где будет три главных поля. Первый – это e-mail для входа, второй – это пароль для входа, созданный автоматически, который можно изменить в личном кабинете, и третий – это платежный пароль, без которого нельзя будет вывести деньги, потому что платежный пароль нужен для того, чтобы выводить деньги, точнее изменять кошельки в своем личном кабинете. Давайте рассмотрим эти три способа заработка поподробнее. Первый – это программа для заработка, только для Windows. Здесь есть сразу ссылка на скачивание, нажимаем ее, сохраняем, устанавливаем. Нажимаем «Запустить программу для заработка». Подождите, идет авторизация. Давайте рассмотрим программу поподробнее. Первая вкладка – это серфинг. В левом верхнем углу мы видим окошко, в котором видно категорию, видим цену на задание, баланс, что нужно сделать, лотерею и статус. В статусе видно «Сделайте переход по сайту». Мы видим сайт здесь и делаем переход. Переход засчитан, осталось 25 секунд, еще так 2 раза. В конце каждого такого задания будет контрольный вопрос, где нужно ответить правильно для того, чтобы забрать деньги. Мы видим капчу, на которую нужно ответить правильно. Здесь есть числа, и мы видим «Найдите контрольный вопрос на сайте рекламодателя». То есть вот сайт, и мы должны здесь найти капчу. Вот она внизу. И здесь написано 140. Поэтому мы нажимаем 140, и здесь написано «Заработано 0,1. Не так много, но вот такие вот задания. Вторая вкладка – это задания. Здесь мы видим 3 этапа, и здесь практически так же, как в серфинге, нужно будет переходы по сайтам. Вот я перешел, переход засчитан. Но главное отличие заданий от серфинга в том, что мы будем кликать по рекламе от Google. Рекламе от Google имеет вот такой вот значок в правом верхнем углу. Реклама от Google, как мы видим. Извините за тавтологию. Вот. Поэтому мы берем и кликаем на нее, потому что так написано в задании. Теперь мы перешли по рекламе и остаемся теперь здесь. Вот мы пробыли здесь 30 секунд. Ответ. Нажимаем «Выполнил». Остался третий этап, где нам нужно перейти по сайту. Смотрите, какой забавный момент. Здесь на сайте, здесь сайт лендинг. И я не могу перейти по ссылке. Точнее, я могу перейти по ссылке, но они не засчитываются. Почему? Потому что здесь одна страница. Лендинг пейдж. И выполнить эту. А нет, вот. На главную я перешел. Переход засчитался. Теперь нужно еще одну ссылку найти. Ну что, я выполнил это задание. Оно оказалось не таким простым, потому что я еле нашел ссылку, по которой можно было перейти. Как мы видим, заработано в 7 раз больше, кстати, чем на серфинге. Поэтому смотрите сами, лучше выполнять задания, как по мне, потому что платят больше. Ну да, делать немного дольше, но выплата намного больше. Хотя и не такие существенные деньги. Произвольные задания. Что нужно здесь делать? Мы видим разные задания. Если навести на параметры задания, мы видим, что от нас потребуется. Сложные задания: достижение уровня, постинг объявления, регистрации. Требуется внести оплату. То есть, наведя на каждую, скачать, установить программу, мы можем увидеть, что от нас потребуется. Мы видим стоимость, $1, $0,5, время выполнения 30 минут, 6 часов, 1 час. Мы видим оплачено, на проверке отказано. Лучше выбирать те, которые максимально оплачены. Вот, например, вот это. Мы видим задание, зарегистрироваться. Входим в аккаунт. Нужно будет прислать логин и ответить на вопрос. Для того, чтобы начать, нужно взять в работу. Здесь выбираем во вкладке «Задания в работе». Открываем. Начинаем выполнять. В конце пишем сообщение, соответственно, и отправляем на проверку. После этого задание переходит на проверку, ну и потом в оплаченные. Нужно понимать то, что время на выполнение, оно не всегда будет соответствовать реальности. Следующая вкладка «Рассылка». Я скажу сразу, я не понял, что это, и я не буду заострять на этом внимание.
Дальше у нас вкладка «Соцсеть». Смотрите, здесь на сайте можно выполнять задания из социальных сетей, но я бы не рекомендовал, потому что есть плагин, который делает это автоматически. То есть зачем выполнять здесь, я не понимаю. Здесь даже написано: плагин доступен для следующих браузеров. Следующая вкладка «Автосерфинг». Автосерфинг — это то же самое, что серфинг, только в автоматическом режиме. Вам не нужно ничего делать. То есть вы вот так вот оставляете, и программа делает все за вас. Естественно, денег с этого способа много не будет. Даже не надейтесь, здесь миллионов не бывает. Поэтому можете попробовать. У меня так автосерфинг стоял, и начислились буквально копеечки. Буквально копеечки. Естественно, самое выгодное — это, наверное, произвольные задания. Нужно брать быстрые задания с максимальной оплатой. Здесь заданий мы видим 269 в данный момент. Я наверняка уверен, что есть много заданий, которые не стоит выполнять, потому что время выполнения слишком большое, а оплата маленькая. Поэтому самые выгодные — это, наверное, произвольные задания и задания. Сколько можно заработать с этой программы, это по-разному, если честно. Для всех по-разному, потому что неизвестно, сколько времени вы будете тратить в день на выполнение, сколько часов вы будете тратить на выполнение. И поэтому заработок может варьироваться от пары тысячных центов до нескольких долларов в день при активной работе в этой программе. А мы переходим дальше. Второй способ заработка — это автопрограмма для заработка, только для Windows. Здесь мы скачиваем zip-архив и разархивируем его. После этого нажимаем на значок и входим в наш аккаунт. Вводим email и пароль. В этой программе не нужно делать ничего. Здесь мы видим просто лист, где внизу видно наши данные, то, что мы пользователь такой-то, наш email, мы видим баланс свой, мы видим нет заданий, ждем. Вверху ждем появления новых заданий. Все. Эту программу мы просто сворачиваем, и она делает свои дела сама. Сколько можно заработать на этой программе? Ну, мало. Честно сказать, мало, потому что и заданий мало, во-первых, и во-вторых, цены на задания очень низкие. Естественно, низкие, потому что программы выполняют очень простые задания, такие как клики, переходы по сайтам, и, соответственно, оплата за них очень низкая. И нечего удивляться. Не нужно думать, что вы сейчас установите программу, и она заработает вам лишний $1 миллион. Не будет такого. Первая программа никак не конфликтует со второй. Сколько конкретно на ней я заработал, я расскажу чуть позже. Последний способ заработка — плагин для браузера. Именно здесь, в этом способе, я заработал свои первые $0,5 за 5 дней. И я рекомендую вам этот способ заработка. Чтобы начать, нужно установить плагин для конкретного браузера. Для меня это Google Chrome. Я выбираю, нажимаю «Установить», устанавливаю расширение. Все, он установился. Теперь в правом верхнем углу я нажимаю на значок расширения. Здесь мы видим: соцсети не привязаны в профиль. Для того, чтобы привязать, мы переходим в личный кабинет, нажимаем на аватарку, профиль. И здесь мы видим интеграция с социальной сетью. Вот мы видим все социальные сети, нажимаем «ВКонтакте», «Привязать». Соцсеть успешно привязана. Если вы будете привязывать впервые, то вам нужно будет нажать «Разрешить», тогда аккаунт привяжется. Все, соцсеть ВКонтакте привязалась, я опять нажимаю на расширение. И здесь есть кнопка, точнее ссылка «Я исправился». Я нажимаю ее. Все, авторизация произошла. Здесь теперь нету ВКонтакте. То есть пропала надпись. И я могу теперь зарабатывать на ВКонтакте. Теперь нужно просто ждать, когда появится задание. Таким образом мы привязываем все аккаунты, сворачиваем браузер, не закрываем, ждем, так сказать, денег. Ждем денег. Сколько можно заработать в день? Как вы видите из данного скриншота, который я специально сделал, в конце дня браузер при этом был свернут на протяжении примерно 10 часов. Он успел выполнить аж целых 13 заданий из ВКонтакте, на втором месте YouTube. Как видно под ватермарком, здесь заработано за сегодня $0,08. 0,08 это 4,5 рубля. Вы можете в принципе прикинуть, сколько в среднем вы сможете заработать, но это приблизительные цифры. Давайте из вкладки «Заработать» перейдем во вкладку «Баланс». Здесь мы можем вывести свои деньги. Для того, чтобы вывести деньги, нужно указать кошелек. Давайте перейдем по ссылке.
Здесь мы можем вывести на WebMoney, ВМС, ВМР, Яндекс.Деньги, Киви, сотовый телефон, пластиковая карта и платежный пароль. Какие здесь есть ограничения? У меня рейтинг высокий, я могу выводить от 10 центов минимум, и максимум вывод в сутки это $10. Если у вас рейтинг низкий, то вы можете выводить от 30 центов. 30 центов это у нас 17 рублей. Что еще нужно знать? Здесь бешеная комиссия в виде 30 рублей, если вы выводите на карту. А если у вас карта не РФ, то целых 180 рублей. Здесь мы видим 10 последних операций. Мою выплату в виде почти $0,5. $0,5 это почти 26 рублей. Я выводил на WebMoney кошелек. Деньги пришли моментально. Здесь мы видим суммы разные. И на что я хочу, чтобы вы обратили внимание. Доход от просмотра страниц, доход от выполнения заданий. Я сделал буквально парочку заданий в ознакомительных целях, для того, чтобы познакомиться с этим сервисом. Большую часть денег мне принесли социальные сети. Это неудивительно, потому что браузер у меня был все время активен. И этот сайт приносил мне пассивный доход. Опять же, вот эти $0,5, которые я заработал за 5 дней, я их заработал на автомате. Здесь вы можете видеть доход от выполнения автоматических заданий. Это, скорее всего, вот эта автоматическая программа, которая делает за вас задания. И, как вы видите, она заработала $5000. Я даже не буду смотреть, сколько это, но это просто безумно мало. За 5 дней $5000. Ни о чем. Из этого делаем вывод, то что связка доход от социальных сетей плюс заработок от программы плюс рефералы дадут вам хоть какой-нибудь заработок. Но на первое время вы можете поставить плагин и выполнять задания с программы, где серфинг, где задания, произвольные задания и так далее.